Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мисс Азадия, потрясенная услышанным, спускается вниз, и ее ловят господин Джихан и Кудрет. Когда господин Кудрет спрашивает: «Ты выглядишь бледной, что случилось, мама?», он не хочет этого говорить и отвечает: «Я быстро поднимался и спускался по лестнице». Дилан умоляет Берана сказать, что хватит пыток, оставь меня в покое, но Беран перебивает его, говоря, что с этого момента ты будешь жить как заключенный в этом доме. Видя состояние Гэжи Азади, господин Хасан беспокоится о своей матери и настаивает на том, чтобы отвезти ее к врачу, поэтому он все рассказывает Хасану. Когда господин Хасан слышит все это, он спрашивает, что нам теперь делать. Наказание за то, что сделал Дилан – смерть. Баран думает про себя: почему я до сих пор не оставляю тебя? С другой стороны, он говорит: я все еще не верю тому, что ты говоришь, я думаю, что не узнаю себя, если я отпущу, все будет кончено. Дилан говорит: разговаривать со своим котом в комнате и не иметь возможности прикоснуться ко всему, к чему прикасаешься, это все равно, что умереть, пока я жив, я больше не могу терпеть эту боль. Когда телохранитель Гэжи Сабихи говорит, что он беспокоится о ней, госпожа Сабиха отвечает: не волнуйтесь, они ничего не могут мне сделать. Керем приходит к Барану и говорит, что Сабиха хочет с ним встретиться и поговорить о важном. Баран соглашается, Керем обеспокоен ситуацией с Бараном и говорит, что он измотывает себя и, если необходимо, отпустит Дилана и откажется от него. Баран не может сдержать слез после слов Керема отпустить его. Пока Дилан находится на кухне, Дилан внезапно обжигает руку, когда приходит Баран Кадер, сестра. Когда Баран видит его, он сердито берет лед из морозильной камеры и оставляет его перед собой. Говорит Дилан, думая о том, каким чувствительным был к ней Беран: теперь ты даже не смотришь мне в лицо. Я получила то, что хотела, поэтому в конце концов ты меня возненавидел. Он думает: я ради тебя отказался и от себя, и от тебя. Цеврии и Джевдит до сих пор не могут найти Ягмура и в страхе ищут. Керем приводит Сабиху к Барану. Когда Баран спрашивает Сабиху, о чем ты хотел поговорить с этой дамой, и она отвечает, что твой отец расследовал меня, он спрашивает: почему тебе это некомфортно? Пока госпожа Сабиха объясняет, что я уважаемый деловой человек и не могу позволить, чтобы вы нанесли ущерб моей репутации, Дилан укрылся у меня, и я не стал меня задерживать, в комнату входит господин Кудрет. Он говорит господину Кудрету: вы меня расследуете, я вам все расскажу, я не задерживал Дилана силой, я нашел Дилана на улице, его свадьбу сканировали, он думал, что все умерли. Я отвела его к себе домой, потому что ему нужна была помощь, он спрашивает, надо ли было мне оставлять его на улице. Господин Кудрет спрашивает: почему вы тогда ему не сообщили, вы не настолько легкомысленны, чтобы не думать, что у него есть семья. Сабиха Ханем сказала, что Дилан был психологически неуравновешен и что ее заставили выйти за него замуж из-за кровавых денег. Когда она сказала, что сегодня сделает то же самое, Баран показывает ей дверь, чтобы он мог пропустить вас. Он видит Дилана у выхода, и когда спрашивает: как дела, Дилан, хорошо ли о тебе здесь заботятся, он отвечает: не волнуйся, в любом случае это не имеет значения, я не останусь надолго. Когда госпожа Сабиха Баран возвращается и говорит, что если Дилан снова придет и попросит о помощи, я снова открою дверь, Дилан отвечает, что в конце концов он придет оттуда. После того, как Сабиха Ханем уходит, Баран говорит Дилану в лицо, что ему бы хотелось никогда не встречать тебя и не приводить тебя в этот особняк, кем бы ты ни был, мне все равно. Ферат наблюдает за их разговором издалека. Его двоюродный брат зовет Барана, но Баран его не слышит. Когда Хавен сообщает Сабихе Ханем, что Баран вытащил людей, которых он послал к двери, Сабиха рада, что получила то, что хотела. Следующее – завоевать доверие Барана, теперь он с удовольствием пьет кофе. Дилан одновременно плакала в комнате, готовила чемодан и собирала вещи.
Она берет чемодан и в последний раз возвращается в комнату, мечтая о хороших временах, которые она провела с Бараном. Бэрон отчаянно ныряет в море на пляже и думает о Дилане. Дилан возвращается в комнату и прощается с Бараном. Когда Дилан выходит из дома, он встречает Гэжу Кадер. Когда Дилан говорит ему, что все кончено, он очень расстраивается и говорит: «Я не оставлю тебя, как только смогу». Однако Дилан Бэрон заслуживает самого лучшего. Все, надеюсь, так и произойдет. Госпожа Кадер обеспокоена тем, что ей следует сообщить Барану прежде, чем кто-нибудь узнает, что Дилан ушел, и она звонит Барану и спрашивает, следует ли ему бежать за Диланом. Бран же вешает трубку прямо перед лицом госпожи Кадер, не отвечая на этот вопрос, и плачет. Тем временем Ферат приходит к вам и говорит: «Что случилось? Я не привык видеть тебя таким, мне плохо», отвечает Ферат: «Давай не будем об этом». Затем Ферат встает рядом с ним, чтобы мы могли молчать вместе. Дилан выходит из двери и останавливает Хасан-бея, спрашивая: «Куда ты идешь?». Когда Дилан говорит, что ему пора идти, он тянет его за руку и сажает в машину, говоря, что побег случается только один раз. «Ты заплатишь цену за запятнание нашего имени, я тебя накажу, ты поедешь со мной». Мисс Азади просто наблюдает за криками Дилана: «Миссис Азади, пожалуйста, помогите». Хавен сообщает Сабихе Ханем, что Дилан был убит Геном Хасном. После этого госпожа Сабиха звонит Барану и сообщает новости, говоря, что она хочет, чтобы Баран страдал, а Дилан не пострадал. Госпожа Сабиха намеревается спасти Барана с одной стороны и Дилана с другой. Мистер Хасн подводит Дилана к краю обрыва, тащит за собой пистолет и говорит: «Ты нарушил покой всей семьи, я не хочу пачкать тобой руки, броситься вниз и уйти». Тем временем Дилан думает о словах Барана: «Лучше бы я никогда тебя не встречал, мне все равно», и говорит: «Я потерял Барана навсегда, жить больше нет смысла. Если я умру, возможно, Баран будет счастлив. Я всегда причинял ему боль в этой жизни». Он говорит: «Боже, помоги мне, я действительно в конце пути». Цеври и Джевдит не могут найти Ягмура, и, наконец, внезапно появляется госпожа Мельтем и спрашивает: «Где моя дочь? Я пришла к ней». Хасан-бей настаивает на том, чтобы Диалан немедленно приступил к делу. В то время как Диалан выражает всю свою любовь к Барану и собирается прыгнуть, Баран догоняет ее и обнимает. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.